Мне хочется поделиться одной мыслью, которая кажется важнее дат в календаре. Но для начала давайте просто поговорим о Луне, о нашем ближайшем соседе на небе. Луна– это спутник Земли, наш вечный спутник, который сопровождает человечество на протяжении всей истории. Она вращается вокруг нашей планеты примерно за 29,5 дней. Это и есть лунный месяц. В течение этого времени Луна проходит все свои фазы, от тонкого серпа после новолуния до полной Луны и снова обратно к невидимости. Но самое интересное– это то, что мы никогда не видим Луну одинаково, даже в соседних городах. Почему? Все дело в географии. Земля– это почти шар, и у каждой точки на ее поверхности есть свои координаты– широта и долгота. Широта– это насколько далеко мы находимся от экватора, к северу или к югу. Долгота– это насколько мы сдвинуты влево или вправо от нулевого меридиана. Казань, например, находится на широте около 55 градусов северной широты, а Эр-Рияд примерно на 24 градусах. Это огромная разница, почти как между Москвой и Северным полюсом. Из-за этой разницы в широте горизонт, на котором мы видим Луну, оказывается разным. Представьте, что вы смотрите на небо с холма, а ваш друг из долины. Вы видите закат раньше, он позже. То же самое с Луной. Когда она только-только появляется после новолуния, ее серп невероятно тонкий, буквально волосок света на темном небе. Увидеть его можно только в идеальных условиях. Чистое небо, без облаков, в нужное время после захода солнца. Давайте разберемся немного подробнее. Луна не излучает собственный свет, она отражает солнечный. Когда Луна находится между Землей и Солнцем, мы ее практически не видим, это новолуние. Затем, по мере движения, мы начинаем видеть все больше освещенной части. Сначала тонкий серп, потом полумесяц, затем полная Луна, когда Земля находится между Луной и Солнцем. И снова обратно. Но вот в чем загвоздка. Этот первый серп после новолуния появляется не сразу. Луне нужно время, чтобы отойти от Солнца на достаточное угловое расстояние. Обычно это несколько градусов. И только тогда серп становится достаточным, чтобы человеческий глаз мог его различить. Это называется визуальная видимость молодой Луны. Астрономы подсчитали, даже расстояние в 500 километров может изменить картину. Луна просто физически находится в другом положении относительно горизонта. Это не волшебство, это геометрия. Земля большая, Луна далеко, и угол, под которым мы на нее смотрим, меняется от точки к точке. Представьте себе простую аналогию. Вы стоите на берегу озера и смотрите на лодку вдалеке. Ваш друг стоит на другом берегу и видит ту же лодку под другим углом. Для вас она может быть частично скрыта островом, а для него полностью видна. Оба вы смотрите на одну и ту же лодку, но видите ее по-разному. Так и с Луной. Кроме того, есть еще один важный фактор – время захода Солнца. В разных точках Земли день заканчивается в разное время. В Казани, например, зимой Солнце садится около 16 часов, а летом около 21 часа. В Саудовской Аравии разница еще больше, а для наблюдения молодой Луны критически важно, сколько времени прошло после захода Солнца. Если слишком мало, небо еще слишком светлое, и серп не виден. Если слишком много, Луна уже опустилась за горизонт. Есть только узкое окно, обычно 20-40 минут после заката, когда условия идеальны. И еще один момент – погода. Облака, туман, пыль в атмосфере. Все это может скрыть тонкий лунный серп. Даже если астрономически он уже видим, практически его может не увидеть никто. Вот почему в некоторых традициях так важны именно визуальные наблюдения. Именно поэтому в разных регионах мира сложилась добрая традиция– ориентироваться на небо над своей землей. Это не разделение, это уважение к тому, что мы живем в разных широтах, при разном свете дня, с разными погодными условиями. Ученые давно подтверждают, горизонт, на котором рождается молодая Луна, действительно смещается в зависимости от географического положения. Разница в 1000 километров, и картина в небе уже другая. О самой дате в описании под этим видео. Знаете, что меня в этом трогает больше всего? То, как бережно общины подходят к таким моментам. Здесь нет споров, кто прав. Есть тихое понимание. У каждого свой путь к свету. Кто-то начнет день раньше, кто-то позже. Но цель у всех одна – найти в себе немного больше доброты,
терпения, внимания к тем, кто рядом. Мне кажется, в наше время, когда все стремится к единому шаблону, в этом есть особая ценность. Мы позволяем себе быть разными и при этом оставаться вместе. Как семья, где каждый говорит на своем языке любви, но все понимают одно и то же чувство. Поэтому, если вы заметите, что у кого-то начало этого особого времени не совпадает с вашим, не удивляйтесь. Просто улыбнитесь, поддержите теплым словом. Ведь суть не в том, в какой именно день мы начинаем этот путь. Суть в самом пути, в желании стать чуточку мягче, чуточку щедрее душой. Пусть эти дни принесут вам покой в сердце, тепло в доме и легкость в отношениях с близкими. А когда над вашей землей покажется тонкий лунный серп, остановитесь на миг. Посмотрите на небо и вспомните, мы все под одним небом, просто смотрим на него с разных сторон. И в этом есть своя красота. Если было полезно, поставьте лайк, подпишитесь, так вы поможете, чтобы это видео увидели те, кому эта информация на самом деле нужна. Да благословит Аллах вас и ваших близких.